Да здравствует сила коммунизма! Вместе мы победим корону! Привет, друзья! Добро пожаловать назад на мой канал по-русски издалека, и как всегда с вами Сергей. Сейчас я сижу на карантине, и вы видите, моя прическа очень карантинная, и мой цветок тоже решил сидеть на карантине, немножко сохнуть. Сегодня я расскажу вам о моем личном опыте переживания ситуации с коронавирусом или с COVID-19 во Вьетнаме. Я начну с самого начала и закончу, как я пришел к тому моменту, где я нахожусь сейчас. Итак, начнем с самого начала. В январе 2020 года, когда во Вьетнаме был Новый год, я начал слышать какие-то новости из Китая, что есть какой-то вирус, и я подумал, как обычно, новый вирус, свиной грипп, птичий грипп, ничего особенного. Я подумал, что это быстро закончится, пройдет и ничего не произойдет. Но когда закончился вьетнамский Новый год, и это было 1 февраля, я должен был выйти на работу. Тогда я преподавал английский в языковой школе для детей. Но школа была закрыта. Все потому, что коронавирус добрался и до Вьетнама. У нас было несколько случаев, я думаю, может быть, 3-4 человека заболели. Но этого уже было достаточно, чтобы вьетнамские власти начали делать первые шаги. В школе мне говорили, что мы откроемся через неделю, но через неделю они вновь были закрыты. И так продолжалось 1 неделю, 2 недели, 3 недели, целый месяц. Каждый раз они говорили: мы закрыты, мы закрыты. Тогда во Вьетнаме уже было порядка 16 случаев. Это, конечно, немного по сравнению с тем, что начало происходить в Китае или в Европе, но этого, как я сказал, было достаточно, чтобы вьетнамцы взялись за это дело серьезно. В конце февраля 2020 года во Вьетнаме вышла песня, которая называется «Gen Covid». Эта песня призывала людей бороться с коронавирусом собственными методами. Например, мыть руки, соблюдать дистанцию, мыть вещи в доме, чтобы поддерживать чистоту, да, и не выходить много на улицу, не гулять с друзьями. И эта песня очень быстро стала популярной во всем мире. На нее даже сделали каверы. В марте я начинаю больше работать онлайн, и у меня появляется все больше и больше новых студентов. И как раз к концу марта у нас вводят очень серьезное социальное дистанцирование и частичный локдаун, что означает, нам можно было выходить на улицу, но многие места были закрыты, такие как рестораны, парикмахерские, разные места развлечений, были открыты только самые необходимые места. Также было запрещено заниматься спортом на улице, как это делают очень многие вьетнамцы по утрам. В то время, когда я заходил в старый город Хояна, он был абсолютно пустой, что просто очень необычно, потому что этот город очень туристический, и обычно здесь всегда толпы народу. Но в это время, в апреле 2020 года, было просто никого. И это было классно. Мне очень нравилось видеть пустые, красивые улицы, да? Но через какое-то время это стало быть немножко жутко. Это напомнило мне город из аниме «Унесенные призраками», где гуляла маленькая девочка Тихиро, пока ее родители не превратились в свиней.
Кстати, если вам нравится это видео и вы хотите финансово поддержать мой проект, то вы можете перейти к нам на Patreon. Там вы получите транскрипт к этому и другим видео, отдельный MP3 файл, чтобы вы могли практиковать ваше слушание. Также мы проводим там ежемесячные встречи, разные квизы, игры и тому подобное. В середине мая 2020 года Вьетнам снова начинает открываться. Социальное дистанцирование начало заканчиваться, и жизнь вновь появилась в нашем городе. И как это так получилось, что Вьетнам смог побороть коронавирус? Ну, я думаю, самая главная вещь, которую нужно сказать, что вьетнамцы всегда носят маски. И они носят эти маски не только во время коронавируса, но они носили их также и до коронавируса, потому что в больших городах Вьетнама есть очень большие проблемы с загрязнением воздуха. Поэтому маски являются абсолютно нормальной частью ежедневной жизни людей. Также я думаю, что вьетнамские люди, они помнят то время, когда SARS 20 лет назад добрался до Вьетнама, и уже тогда у людей был страх эпидемии, страх вируса. Поэтому сейчас большинство вьетнамцев стараются быть очень аккуратными, чтобы не заразиться и не заразить своих близких. В июне 2020 года в Хой-Ан, город, где я живу, приезжает огромное количество вьетнамских туристов. И город, кажется, вновь начинает жизнь старой жизнью, хотя не совсем так, как раньше. Потому что многие бизнесы были все еще закрыты, и другие бизнесы не смогли пережить тот период социального дистанцирования, потому что город, основанный на туристах, просто может обанкротиться во время такой ситуации. Однако я должен заметить, что благодаря коронавирусу я обрел новую работу, я стал преподавать онлайн, и я обрел больше независимости. Независимости от работодателя и также независимости от географического положения, что значит, в теории я могу жить где хочу и работать оттуда. Но сейчас я живу, конечно, во Вьетнаме. Тогда в конце июля в моем городе появилась вторая волна коронавируса, и у нас вновь было социальное дистанцирование и локдаун. Это продолжалось недолго, буквально 1 месяц, и потом все снова, казалось, начало работать по-старому. В то время в Центральный Вьетнам начали приходить сезон дождей и сезон штормов, поэтому людям было не до коронавируса. Через пару месяцев мы совсем забыли о ковиде и думали, что все уже позади. Правительство Вьетнама также не торопилось закупать вакцины и вакцинировать людей, потому что они думали, что ситуация под контролем. Или нет? В конце апреля 2021 года ковид возвращается во Вьетнам, и в этот раз у нас новый штамм, как это называют, индийский штамм или дельта-вариант, если быть более политкорректным. И он по-настоящему берется за дело, что означает, каждый день количество случаев растет, растет и растет. И в конце июля достигает пиковые показатели, такие как 10 тысяч человек в день. Это рекорд, такого раньше никогда не было. Поэтому 1 неделю назад в моем городе государство вводит тотальный карантин. И сейчас я могу выходить на улицу только 3 раза в неделю и только на рынок, чтобы купить еду. И для того, чтобы купить еду, мне нужен маленький талончик, который дает мне разрешение на покупку еду на рынке. Если у меня нет этого талончика и я просто иду на улицу, то полиция может меня остановить и оштрафовать на 80 или 100 долларов. Однако я не теряю надежды, я вижу, что потихоньку государство начинает вакцинировать всех людей, и я думаю, что в течение 6-8 месяцев весь Вьетнам уже будет вакцинирован.
Более того, вьетнамцы начали разрабатывать свою собственную вакцину, над которой они работают вместе с кубинскими учеными. Спасибо вам, друзья, за то, что вы посмотрели это видео. И я хочу пожелать вам побольше здоровья. Будьте в безопасности. Корона еще не закончилась. Но я думаю, что действительно, если мы вместе будем над этим работать, если мы будем вакцинироваться, то очень скоро мы вновь увидим тот мир, который был раньше. До скорого, друзья. Будьте здоровы. Берегите себя и любимых. Пока-пока.